Всем доброго испанского утречка. Вы на канале Hi from Spain. Все говорят, что в Испании так круто жить, все живут на чили, на расслабоне, но никто не говорит о том, на чем тут можно реально погореть. Сегодня я хочу поговорить с вами об ошибках, которые вольно и невольно совершают туристы в Испании. Итак, чего же нельзя делать в Испании? Первое, что я выделила в этот список, это нельзя разгуливать в бикини или в плавках в общественных местах. Несмотря на то, что большинство туристов у нас приезжают в Испанию за пляжным отдыхом, ходить в купальнике в супермаркет запрещено. Нужно обязательно накинуть сверху какую-то одежду. Пусть она даже не сильно отличается от купальника, но она должна быть. Вот, например, в прошлом году меня не пустили в супермаркет в шортах и верхней части от купальника. Хотя в тот же самый супермаркет меня спокойно пустили в топе в спортивном и в тех же шортах. То есть как бы суть одежды одна и та же. Это короткий топ такой на бретелях. Но купальник нет, а в топе добро пожаловать, заходите, покупайте, радуйтесь жизни. А еще в некоторых городах, например, в Валенсии, за это могут действительно оштрафовать даже. Второе это купание ночью и вообще нахождение на пляжах ночью. Официально купаться ночью запрещено. Это сделано из соображения безопасности, потому что ночью на пляжах нет спасателей, и вы можете утопиться просто. Если полиция тебя увидит на пляже с 10 вечера до 8 утра, она имеет полное право попросить тебя на выход с пляжа. В Аликанте тебя просто попросят на выход. А, например, в Бенидорме за это еще могут впаять штраф до 1500 евро. Также нельзя ночевать на пляже, ставить палатку, расстилать какой-то спальный мешок. Это считается несанкционированным кемпингом. И штраф за это от 40 до 50 евро за каждый квадратный метр, который ты занял. И еще один запрет: на пляже нельзя разводить открытый огонь. Третье, относительно огня. Шашлыки, барбекю можно жарить только в специальных отведенных зонах для барбекю. То есть просто прийти в лес и пожарить шашлыки у вас не получится. Может получится, но это будет чревато. К сожалению, ввиду климата огонь тут очень часто становится причиной пожаров. А когда вокруг тебя поле сухой травы, и ты из-за неосторожности где-то случайно не затушишь какой-то уголек маленький, это может просто привести к катастрофе. Дальше. Нельзя водить авто с голым торсом и в шлепках. Полиция может тебя оштрафовать на сумму до 200 евро, если сочтет, что твоя обувь мешает вождению. Сюда же относится и вождение босиком, хотя я не понимаю, как отсутствие обуви может мешать управлению авто, также наоборот удобнее, но тем не менее. К этому пункту я отнесу еще один пикантный запрет. В Испании нельзя заниматься любовными утехами в авто. И неважно, даже если вы стоите на парковке и не создаете каких-то аварийных ситуаций, полиция ваш энтузиазм вряд ли оценит. Так что, друзья, размножаемся законопослушно. 5 пункт касается любителей прогулок на велосипедах и электросамокатах. С этого года обязательно наличие шлема. Если вы уже бывали в Аликанте, вы заметили, наверное, что велодорожки тут скорее роскошь, чем обязательное правило. Но не ездите, пожалуйста, по тротуарам там, где ходят люди. Велосипеды и электросамокаты у нас приравнены к транспорту, и нужно ездить по проезжей части. За проезд по тротуару может прилететь даже штраф до 500 евро, и за это реально штрафуют. Дальше, про шум и громкие звуки хотела поговорить. Испанцы вообще считаются очень громкой нацией. Они не умеют отдыхать тихо, но в неустановленное время шуметь нельзя. В будни можно громко себя вести с 8 утра до 10 вечера, а в выходные с 9:30 утра до 10 вечера. Также во многих коммунидадах прописана послеобеденная сиеста, то есть время для отдыха жителей. К нам даже однажды соседка бабуля приходила и сильно ругалась на испанском, что мы в субботу что-то присверливали к стенам. Мы мешали ей отдыхать. Хорошо, что на тот момент я испанский вообще не знала и не особо понимала, что она мне говорит, но она показывала хлеб.
Седьмое. Интересный такой пункт. Если вдруг случится такое, что у вас на улице выхватили сумочку или телефон, вы догнали этого нехорошего человека и решили поучить его уму-разуму с помощью кулаков, у вас могут быть большие проблемы вплоть до тюремного срока. Не у него, у вас. Если вы нанесли ему телесные повреждения, там синяки, ссадины, нос разбитый какой-то, он просто вызывает полицию и пишет на вас заявление. И по итогу его будут судить за мелкую кражу, а если сумма не превышает 400 евро, то это вообще ничто, его вообще отпустят просто с предупреждением. А вас будут судить за нанесение телесных повреждений. В глазах закона агрессором становишься ты. Тут логика такая, что если у вас украли имущество, как бы угрозы жизни нет. А здоровье человека, даже вора, это высшая ценность. Поэтому любая расправа с вашей стороны будет трактоваться как нападение. Насколько такая гуманность адекватна, судите сами. И напишите в комментариях, как вы считаете, правильно ли наказывать жертву за попытку отнять свое, или мне одной кажется, что такие методы только способствуют развитию мелкой преступности. Напишите в комментариях. И последнее, что я хотела сказать. Если вдруг вы все-таки что-то нарушили, никогда не пытайтесь договориться с полицией. Здесь это не работает от слова совсем. В Испании попытка предложить взятку – это не просто какой-то дурной тон, это преступление. И вместо обычного административного штрафа вы можете получить уголовное дело, которое может закончиться тюремным сроком и депортацией. Тут офицеры действительно дорожат своей работой, своей репутацией, и они дорожат этим гораздо больше, чем вашими чаевыми. И поверьте, гораздо проще и дешевле тут просто оплатить штраф, чем пытаться купить какую-то лояльность офицера. И еще, друзья, пожалуйста, не быкуйте на офицеров. И вообще не быкуйте на людей. Я понимаю, это часть нашего менталитета, что у нас любой вопрос решается грубой силой, а по-хорошему ничего не решается. Мы к такому привыкли, но тут так не работает. Если вы будете разговаривать с офицером полиции в агрессивном тоне, он не то что закроет глаза на ваши правонарушения, а он может закрыть глаза, если вы там улыбнетесь ему, скажете: ой, извините, я первый раз, я не знал, я больше так не буду. Он может на это просто закрыть глаза. Но если вы начнете с ним агрессивно разговаривать, это может быть чревато еще худшими последствиями. Так что, друзья, будьте позитивными, будьте добрее. Мы все-таки в Испании. Так намного проще и легче жить. В общем, что я этим всем хотела сказать. Испания — это, конечно, расслабленный темп жизни, но pasa nada. Ничего не произошло, это их знаменитая фраза. Но когда дело доходит до закона, очень даже паса и очень даже надо. Так что отдыхаем с умом. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока и до новых встреч.